Привет, друзья! Сегодня мы будем говорить о Солярисе. Достаточно загадочный герой, появился по меркам игры уже давно, но многие игроки, не входящие в топ-лигу, его не используют, считая странным и непонятным. Честно признаюсь, также считал и я, пока не занялся вплотную его изучением, а разобравшись, принял Соляриса в стан своих излюбленных персонажей. Надеюсь, после этого видео также сделаете и вы. Ну что же, присаживайтесь поудобнее и начинаем. Перед началом замечу, что готовил это видео больше 2 недель, да гораздо больше. Сложный герой, ничего не скажешь. Собрал кучу информации, опросил множество топ-игроков. Вроде сначала все понятно. Герой танкующего типа, эдакий гибрид Лунеллы и Бейна с перекосом на последнего. Танк, чистый танк, но дело, как всегда, кроется в деталях. Если использовать Соляриса, как подсказывает логика, и как делают 95% игроков, это очень средний, можно сказать, проходной герой. И, ребят, пожалуйста, не нужно кидаться в обидки, если у вас что-то не получается. Я делюсь своим опытом и высказываю свое личное мнение. Как правило, основанное на мнении очень знающих игроков, даже не топов, а китов игры. Ну так получилось, что я со многими знаком. Но никто не заставляет вас тупо следовать ни моим, ни чьим-то другим рекомендациям. Хотите сделать по-своему? Да ради бога. Играйте как вам нравится. Только не нужно разводить истерику в комментариях. Это лишнее. Внешний вид. Несмотря на грозный внешний вид, герой не абсолютное зло, как можно было бы подумать, глядя на него. На самом деле это борец со злом. Из лора игры мы можем узнать, что в раннем детстве родителей Соляриса погубил демон. Подросший Солярис настиг демона и разодрал его на части, при этом поглотив часть его сущности. Отсюда и такой страшный внешний вид. И стал использовать части демона в качестве оружия и брони. И теперь преследует оставшихся демонов, мстя за семью и невинно убиенных жителей королевства. Ну, нормальный герой, наш человек. Теперь давайте коротко поговорим, пробежимся по заклинаниям или скиллам героя. Особая способность. Это спецспособность. Пока герой бодр и полон здоровья, он активно машет своей косой, нанося огромный урон врагам. Но как только здоровье опустилось ниже трети, коса превращается в копье, но на самом деле там скорее ледоруб, но в общем копье. Отмахивается им от нападающих и начинает поглощать здоровье вражин. Восстановившись до 2/3 от первоначального здоровья, снова начинает активно атаковать. Переключаться он может не постоянно, с интервалом в 10 секунд. Пронзающий удар. Это основное ударное заклинание Соляриса. Чем лучше вы его прокачаете, тем больше пользы принесет герой на поле боя. Больше сказать просто нечего. Дальше. Демонический укус. Это вампирик. Может сработать, а может и нет. Имеет шанс срабатывания 20%. Если используете активную способность, как написано в описании. Ну вообще-то она у данного героя лишь одна, но на совести переводчиков. Снова. В общем, после активки срабатывает не с 20% шансом, а гарантированно. Дальше. Взрыв души. Дамажит по площади, плюс поглощает души убиенных врагов. Каждое очко прибавляет защиты герою. Поговорим об этом чуть позже, а пока продолжаем. Жажда крови. В отличие от укуса, механика срабатывания не раскрывается. Скажу лишь то, что по ощущениям, при низком здоровье Соляриса скилл срабатывает гарантированно. Может накапливаться, снижая урон по герою. Один удар равен 1 очку или чакре в копилку героя. Удар же по вражескому герою равен 2 очкам чакрам. Об этом заклинании также поговорим более подробно чуть позже, а пока продолжим. Милость ада. Уникальное заклинание, одна из фишек героя. Говоря проще, он не может погибнуть какое-то время, продолжая при этом активно сражаться, становясь при этом полностью неуязвимым. При хорошей прокачке на достаточно долгое по меркам игры время. Жаль, что срабатывает лишь раз за игру, но выносливость героя добавляет времени к длительности действия этого скилла. И мы подошли к единственной активке героя – свобода ненависти. Как уже сказал, это единственное активное заклинание героя. Здесь нужно очень четко понимать, что вы хотите от этой активки.
Наиболее очевидное ее применение против массивных юнитов. Это, к примеру, деревья Сильван, танки гномов и спецюниты всех рас, цветы, сфинксы и тому подобное. Это в случае атакующей формы Соляриуса. В случае же, когда герой потерял более 2/3 своего здоровья и в данный момент машет своим ледорубом косой, он не будет бросаться на врагов, а притянет к себе всю мелочевку и будет активно высасывать чакры душ для защиты и здоровья для собственного восстановления. Это обязательно стоит учитывать, подчеркиваю это. Ни грибы, ни мехи, ни кони и тому подобное притягиваться не будут. То есть притягиваться будет пехота и вся мелочевка. По сути, против большей половины юнитов нашей игры заклинание полностью бесполезно. Всего за бой можно использовать активку трижды. После использования в любой форме следом за активкой автоматически запустится укус и нанесет определенное количество урона врагам. Теперь давайте поговорим про сетапы использования данного героя. Вот типичный пример использования Соляриса, как подсказывает логика, и как постоянно вижу на своем сервере. К сожалению, так поступают практически все русскоговорящие игроки. Ребят, не обижайтесь, пожалуйста. То есть качает первый и второй скилл на максимум. Повторюсь, так подсказывает логика. Последнюю вообще не используют, жажду на максимум по возможности. Хорошо хоть взрыв души также качают. В принципе, получается неплохой танк с приличным уроном. Смотрим, что получается в данном случае. То есть очень средний, можно сказать, унылый герой. Абсолютно ничем не уделяется среди других гладов. Получит достаточное количество дамага, благополучно сдохнет. Как обычный, средний, повторюсь, глад. Но я не зря в начале видео сказал, что дьявол всегда кроется в деталях. Посмотрим, как используют этого героя. Но на грандов не будем равняться, не каждому ведь по силам вхрюкивать в игру по ляму другому. Будем смотреть на мастерскую лигу, это гораздо ближе к действительности. Итак, заходим в башню. Призма почти всегда одинаковая, это призма хаоса. Учитывая, что герой бьется практически всегда в окружении союзных войск, эта призма для него просто идеальна. Точно так же, практически у всех в мастерской лиге висит демоническая рука в качестве артефакта. Этот артефакт бонусный, прокачать его сложно, но результат стоит однозначно. Чуть ниже покажу, чем можно безболезненно его заменить. А пока смотрим скиллы. Смотрим и его противник. Он, как видите, прокачал последнюю и 3 предпоследние. Смотрим другого. То есть, что мы видим практически у 100% мастеров? В обязательном порядке прокачивается последняя пассивная способность. Не активка, а пассивка. В обязательном порядке доспех, и все, что остается, равномерно распределяется между предпоследней и первыми двумя способностями. Причем предпоследней пассивке всегда отдается приоритет. Для чего это делается? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно открыть спецспособность этого героя и внимательно прочитать ее описание. То есть герой по сути работает в двух режимах – атакующим и защитным. В начале боя режим всегда атакующий. И только получив достаточное количество урона, при здоровье, опустившемся ниже 35%, он переходит в защитный режим и начинает активно поглощать здоровье у врагов. Грубо говоря, включает вампирик. Насытившись и восстановив здоровье больше 65%, снова переходит в атакующий режим. То есть Солярис по сути во многом похож на Лунеллу. Но Лунелла, если ее вовремя переключить на дистанционные атаки, приносит колоссальную пользу в качестве героя поддержки, имея в своем распоряжении внушительный список магических заклинаний. Солярис так не умеет. Он всегда будет рваться в ближний бой. Разница лишь в том, что если он получит достаточное количество урона, он начнет активно восстанавливать здоровье. Когда же здоровья полно, он всю свою немалую мощь снова вкладывает в атаку урон. Причем делает это полностью в автоматическом режиме. Как-либо повлиять на этот процесс мы не можем. В чем ключевая фишка этого героя? Их две, и обе не очевидны. Смотрите. Я хочу, чтобы вы для начала обратили внимание на предпоследний скилл Соляриса.
Вполне возможно, многие ошибочно считают механику этого скилла схожей с аналогичными восстанавливающими заклинаниями других героев и обходят ее стороной. Это первая ошибка. Восстановление героев. Давайте немного отвлечемся от Соляриса и поговорим о восстанавливающем механизме героев в игре вообще. К примеру, возьмем Балрога, Базрика, да вообще практически всех подобных им героев со схожим механизмом восстановления. Во время срабатывания их защитного заклинания герой попросту выбывает из строя. Получив фатальный урон, герой становится на какое-то время недоступным для атаки врагами и во время этой передышки восстанавливает некоторое количество собственного здоровья. Кстати, у Сейза, по моему мнению, подчеркиваю, это реализовано гораздо лучше, чем у других героев. Действительно эффективно работает. В общем случае, как правило, восстанавливающие заклинания или скилл в условиях нашей игры практически бесполезны. За исключением Сейза, который отпрыгивает из гущи боя, все герои, застигнутые врагами, даже после восстановления, снова оказываются в самой гуще сражения. И, как правило, тут же снова погибают. Подчеркиваю еще раз. Всегда есть исключения. И иногда восстановление действительно оправдано, особенно в затяжных сражениях. Но, как правило, использовать восстановление не имеет особого смысла. Если герой погиб, то погиб. Лучше было изначально вложиться по максимуму в атаку, чтобы нанести врагам максимальное количество урона. Но в случае с Солярисом ситуация диаметрально другая. Внимательно читаем описание его последнего заклинания. Если Солярис получил фатальное ранение, он поддерживается адом в течение определенного количества секунд. За это время не может умереть и получает бонус кражи жизни. Прикол состоит в том, что во время срабатывания защитного механизма Солярис не стоит истуканом на месте, как другие герои, а все так же активно сражается. Причем становится абсолютно неуязвимым к любому урону на достаточно длительное время. За те 12 секунд при полной прокачке скилла, восстанавливая при этом 200% кражи жизни за атаку, он не только успеет полностью отхилиться, но и нанесет при этом просто дикое количество урона окружающим его врагам, сам оставаясь, повторюсь еще раз, полностью неуязвимым. То есть Солярису на какое-то время станет откровенно по барабану на вообще любой входящий урон, хотя сам герой будет отрываться по полной программе. Вы можете комбинировать этот трюк со своими другими героями и войсками. К примеру, пока вражеские лучники или снайперы в холостую поливают Соляриса, тратя драгоценный боезапас, вы можете сосредоточить на них собственный огонь по вашему усмотрению. Тактических вариантов с этим трюком на самом деле множество. Теперь ключевая фишка номер 2, еще более неочевидная. Читаем внимательно описание. Взрыв души. Здесь можно привести аналог с Балрогом. Тот тоже за каждого убиенного врага или друга получает 1 очко. Просто называется по-другому. Так вот, ключевой фишкой именно этой способности является как раз не урон, а именно снижение урона по Солярису. Чем больше он пожрет чар душ, тем сильнее станет. Говоря еще проще, в затяжных боях даже выгодно запустить Соляриса в самую гущу боя, где он будет загребать максимальное количество дамага и, соответственно, самоукрепляться за счет него. Посчитаем, что произойдет приблизительно через 5 секунд после того, как герой попадет в самое пекло. Если мы прокачаем ему здоровье на максимум, то скилл будет практически гарантированно срабатывать. Считаем максимальный шанс за 15 раз. 5,3% на 15 – 79,5%. То есть снижение урона почти на 80% при активном его восстановлении. Все бои, которые я проводил с Солярисом в качестве тестов, эту механику прекрасно подтверждают. То есть думайте сами. Теперь давайте поговорим про обмундирование. Киты одевают Соляриса примерно одинаково. Что же одевать нам, не жестким донатом? Здесь, как обычно, по возможностям. Плюс, стоит обязательно учитывать, где мы планируем использовать героя, так как он очень, я бы даже сказал, крайне ситуативен. Если планируется использовать Соляриса в длительной защите, одеваем его примерно так. Выдаем наплечник от Фенрира, у него прекрасные статы, естественно, зачарованные до красного значения. Обязательно выдаем большой топорик, это плюс 20% к снижению урона, плюс отличное количество по защите. Дальше.
Морозный боевой топор, закачанный до безупречного значения. По эффективности прекрасная штука всегда срабатывает в начале боя. По опыту шанс срабатывания просто великолепный. Дальше. Безупречная священная чаша. Здесь исключительно для статов. И солнечная печатка, подчеркну, снижает шанс уклонения врагов. Не самого героя, а именно уклонения. И артефакт. Все гранды, все мастера, конечно же, используют темную кисть, но его сложно прокачать именно из-за бонусных камней, которые можно получить либо за реал, либо за линари, тот же завуалированный по сути реал. Я лично использую молот Геи. Прекрасный артефакт, повышает именно выживаемость героя. И шапка. Не стоит недооценивать ее мощь. Выглядит как панамка, пользу которой приносит поистине колоссальную. Теперь давайте рассмотрим атакующий комплект. Данный комплект в основном применяется, когда нужно быстро нанести огромное количество урона и при этом не дать герою подохнуть. Смотрите, это два комплекта. Во-первых, это литой комплект, применяется исключительно для того, чтобы выдать +1 ко всем скиллам героя. И другой полный сет – это 35% к защите, также отличные показатели. В этом случае герой будет наносить огромное количество урона раз и не дохнуть на поле боя 2. I thought this would have been harder. Ну что же, заключение. Итого. Я рассказал обо всех ключевых моментах этого героя. Подчеркну, герой сложный, неоднозначный, крайне ситуативный. Если, скажем, Бэйн – чистый танк, Дензи – чистый атакер, Лунелла – маг и так далее. Выпуская Соляриса на поле боя, следует четко представлять, чего вы от него хотите, и одевать, экипировать соответствующие. Лишь в этом случае это будет герой номер 1 по пользе. У меня лично он держится до последнего, выдерживая просто невероятное количество урона и спокойно успевая при этом отхилиться. Я буквально полюбил этого героя, действительно, завалить его очень сложно. Успевает отхилиться, да еще и настучать вражинам по кумполу в ответку. Надеюсь, вы по достоинству оцените этого героя и будете постоянно его использовать. Он этого достоин, поверьте. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать ничего интересного. Оставайтесь на светлой стороне. Всем удачи и пока. Though I am tormented within, it gives me strength.